Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю морепродукты. Сегодня я сделаю креветки с гребешками в перуанском стиле. Все знают, что есть способы обработки белка термические. Да? Это когда мы либо замораживаем продукт и дальше делаем, допустим, сашими или строганину, да, продукт становится безопасным. Есть способ, когда мы подвергаем термической обработке горячей, да, то есть варим, жарим, парим и так далее. А есть способ обработки кислотой. И именно про это перуанская кухня. Сначала мы сделаем тигриное молоко. Но тигр мы доить не будем, да, а это вот традиционное название соуса, в котором делается севиче. Нам нужны лимоны, лаймы, лук, чили, кинза, имбирь, чеснок. Паста чили. К сожалению, у нас в России невозможно купить пасту из правильного чили, поэтому я взял такую обычную пасту чили, да, не из правильных там перуанских перцев. Будем смотреть по обстановке. Иногда добавляют рыбу, иногда добавляют рыбный соус. Кстати говоря, хорошая идея. Мы тоже добавим немножко рыбного соуса. Но смысл общий в том состоит, да, что то, что получится, можно пить, запивать водку или там мескаль, или что там пьют в Перу. Начнем. Лимон режу и выдавливаю сок. Не страшно, если попадут косточки, это не проблема. У меня при этом абхазские лимоны, они очень ароматные, да, но кто знает, их ни с чем не спутать. Они имеют такой очень интересный, немножко, я бы сказал, апельсиновый или мандариновый аромат. Очень вкусно. Лаймы. Лаймы немножко жестковатые, поэтому я чуть-чуть раскатаю, чтобы легче было выдавливать сок. И добавляю сюда же. Мне потребуется также 3 штуки. Кислота при соприкосновении с белком обжигает его. И по сути дела мы получаем такой же эффект, как от обжарки. Да, только белок сохраняет свою структуру. Блюдо получается мега диетическим, очень полезным, очень... Ой, живая. Ой, не могу достать. Очень свежим. Так, половину луковицы сладкой. И добавляю лимонный сок. Чеснок. Имбирь. Я счистил грязь, да, там, но чистить его тоже не обязательно. Чили. Сейчас попробуем. Нормально. Сюда же половинку зеленого чили. Тоже туда. Кинза. Я беру где-то 2/3 от того, что у меня есть. Погружной блендер. Жужжим. Вот у меня такая масса. Очень кислая, очень ароматная. Добавляю половину этой пасты. И я добавлю немножко рыбного соуса. Если у вас рыбного соуса нет, это не страшно. Хотя это тоже такой очень доступный в Москве продукт. Да, буквально несколько капель. Рыбный соус дал баланс. Чуть-чуть еще. Перемешиваем. И на какое-то время я это отставлю. А пока я займусь креветками. Да? Значит, я купил креветки сырые, сыромороженые. Конечно, если вы живете там, где есть немороженые креветки, это еще лучше. Но мне нужно каждую креветку вот так вот почистить, оставив один сегмент. Да? И чтобы было красиво, немножко мы ее надрежем. Потому что когда она будет лежать в кислоте, ну, во-первых, бывают вот эти вот гадости, можно выкинуть. А когда она будет лежать в кислоте, она немножко
как бы красиво свернется, да? Надрезаю. Проверяю, чтобы не было грязи. Грязь вытаскиваю. В этом блюде креветки не нужны большие, гребешки не нужны большие. Поэтому, в принципе, самая дорогостоящая недоступная вещь — это может быть лаймы. Но если лаймов нету, да, там, или они стоят слишком дорого, то можно остановиться на одних лимонах. Вкус будет немножко менее ванильный, потому что лайм, лимон имеет кислоту, да, а лайм еще имеет такую ванильность, скажем так, да, то есть он такой очень специфический аромат имеет. Поэтому с лаймом, конечно, делать очень здорово. Но не принципиально. Значит, вот это тигриное молоко, так называемое, да, это такой, как у нас, наверное, все умеют варить борщ или лепить пельмени, так в Перу каждое домохозяйство имеет свой рецепт, примерно свой рецепт тигриного молока. Естественно, только тот рецепт, который делают они, правильный. Но общий принцип состоит в том, что используется лук, кориандр, лайм, лимон, кислота, чеснок, имбирь, немножко рыбного соуса. Или некоторые даже крошат, перетирают вместе со специями кусочки рыбы недорогой. Да? Иногда добавляют рыбный бульон, иногда соус добавляют. Ну, естественно, чили, потому что должно быть остро. Креветки у меня готовы. И я режу гребешки напополам вдоль. Вот так. Вот так вот. Все мои морепродукты в миску. Я рублю кинзу поменьше, чем для соуса, но тоже без фанатизма. Блюдо такое крестьянское, поэтому здесь заморачиваться не стоит. Я рублю лук. Как раз оставшиеся половинки мне хватит. Обычно, когда я готовлю соусы французские, да, я всегда лук режу мельче, чем сейчас. И перец. Ну, я делаю на себя, да, на своих знакомых, которые привычны к остроте. Поэтому смотрите, сколько вам. Некоторые любят вынуть семечки, потому что когда ты вынимаешь семечки, перец менее острый. Меня это не очень пугает. И зеленый. И теперь я через сито пропущу соус. Мне не хочется, чтобы там эти ошметки все были. Да? Мне нужна кислота, мне нужна острота. Он засрался. Выдавливаем всю жидкость креветки с гребешками. Но вот эта паста нам она не нужна. Она вкус уже отдала, поэтому мы ее будем выкидывать. Ну и вот видно, что у меня получилось практически все покрыто. Перемешиваю. Закрываю пленкой. И убираю в холодильник на 30-120 минут. Что сделать на гарнир, да? Потому что севиче, он такой кислый, нужно что-то такое сладкое. Но я подумал, ну можно на самом деле сделать бородинский хлеб, тосты. Будет вот так вот, потому что тосты, бородинский хлеб сладковатый, он с кориандром, да, с семечками, поэтому он тоже будет великолепен. Но я подумал сделать что-нибудь новое для себя, поэтому делаем сегодня батат. Это сладкий картофель, южноамериканский, продается везде. Я покупаю очень, потому что не знаю, что с ним делать. Попробуем. Разрезаю, вот он такой рыженький внутри. И теперь мой любимый слайсер я ставлю где-то на 2 миллиметра. Постараюсь себя, давайте, знаете, как сделаем? Вот так немножко попку я обрежу, чтобы упор был хороший. И вот делаем такие чипсы, и с третьего уже получается очень ровно. Выкладываю на противень. Немножко оливкового масла.
немножко соли. И, как я люблю, перемешиваем, чтобы руки были грязные. И все чипсы у нас пропитаются солью и маслом. И выкладываю аккуратно в один слой на противень, чтобы чипсы как следует пропеклись. Это здоровая альтернатива всяким лейзам и тому подобному. Да? А батат, если честно, я не посмотрел, сколько он стоит. Но я не думаю, что он стоит очень дорого, потому что он у нас не популярен. Я просто подозреваю, что если он будет стоить дорого, его люди вообще покупать не будут. Ну вот, практически у меня получился целиком противень. Так как это гарнир, мне не нужно очень много, да, поэтому сейчас у меня духовка на 210. Я ставлю в духовку 10 минут, переворачиваю 10 минут и буду готов сервировать. Ну, сладкий. Так бы я есть не стал, но с севиче пойдет очень хорошо. То есть мы его дожарим еще 10 минут. После этого достанем и остудим. И он уже будет, видите, сейчас он немножко мягкий, да, но когда он остынет, он станет таким, ну, чипсами настоящими. При желании можно немножко еще его приправить специями. Но так как у нас севиче очень кислый и очень острый, я, честно говоря, считаю, что это будет, ну, как бы перебор. И еще на 10-15 минут, то есть я буду смотреть, чтобы он пузырился немножко, да, я его убираю, и все, мы будем готовы сервировать. Вот. Практически идеальные чипсы. Они пока немножко влажные, да, но сейчас остынут, подсохнут. Наверное, поменьше тарелочку я возьму. И будет просто прекрасно. И пробуем. Хрустящая, сладкая, хорошая. И смотрим, что у нас получилось с севиче. Получилась у нас красота. Значит, смотрите. Креветка, вот она. Она стала немножко такая красноватая, да? Это значит, что за счет кислоты она, по сути дела, сварилась. Соус отличный, острый, но немножко не хватает соли. Перец. Перемешиваю. И вот так щедро выкладываю одна порция, вторая порция, немножко еще сюда. Севиче из гребешков и креветок, чипсы из батата, вот они уже стали хрустящие. И это можно идти пробовать, угощать гостей, друзей, себя любимого. Тигриное молоко, не из настоящего тигра, севиче, чипсы из бататов, рислинг. Едят ложкой, как суп. Гребешок. Соус острый и кислый, да, но он не уничтожает себя, да, потому что сладость гребешка, сладость креветки. Блин. Она все равно осталась. Видите, креветка стала розовая, да, потому что за счет кислоты она, грубо говоря, сварилась в кислоте. Это очень вкусно. Рислинг. Батат. Как хрустит. Такое блюдо в ресторане в Москве будет стоить минимум $40. Себестоимость этого дома примерно 5.
Поэтому очень доступно, очень вкусно. Очень сложно становится. Стол засрал. Приятного аппетита. Приятного, хорошего аппетита, хорошего дня. Время суток, если вы смотрите ночью, еще интересней. Кстати, для тех, кто выпивает, это прекрасно на следующий день, с утра. Острое, кислое, много белка. Вот так вот. Угу. Все, пока. Короче говоря, мы там потом посмотрим. Но если не говорил подписываться, ставить лайк, колокольчик и так далее, да, это делайте. Колокольчик надо ставить, потому что вы тогда будете знать, что потом будет новый ролик, и вы его увидите. А вообще ролики выходят каждое воскресенье. В каждом ролике в описании есть полный рецепт подробный, да, поэтому смотреть на меня, конечно, здорово, да, но лучше готовьте, да, ничего в этом военного нету.